Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модный марафон традиционно стартует с показов в рамках недели моды в Нью-Йорке. Здесь проходят громкие и яркие презентации коллекций многих известных и популярных в мировом масштабе брендов. Даже с учетом неспокойной ситуации в мире и непонятным желанием некоторых дизайнеров выйти за рамки модного расписания, все равно поглазеть на удивительные шоу собралась многочисленная фэшн-элита. Но и мы с вами, друзья, тоже должны быть в курсе главных нью-йоркских трендов осень-зима 2023-2024, несмотря на наши бесконечные домашние хлопоты, рабочую суету и постоянную спешку с целой стопкой неотложных дел. Поэтому, пока я буду раскладывать по полочкам основные топовые тенденции на холодный сезон и рассуждать о модных фишках, вы можете сделать маленький перерыв и, наслаждаясь просмотром, побаловать себя чаем с вкусняшками. А мы начинаем. И вот номер 1 – одежда для жизни. Именно так, пожалуй, стоит озвучить название первого важного тренда. Идеальный тейлоринг, прямые силуэты или же перехваченная в талии пояском верхняя одежда. Практичные комбинации в образе и природные оттенки в цветовой гамме. На подиумных показах бренды попытались доказать, что реальный гардероб для жизни гораздо важнее акцентных вирусных вещей. Курс на минимализм в комбинации с детально проработанным стайлингом прослеживается в коллекциях Frances Cooler, Kate, Tory Burch, Брэндон Максвелл. Свои модные творения дизайнеры преподносят как городская одежда для современных женщин. Чистый, правильный, с четкими линиями крой, никаких аляповатых принтов, разумная дозировка в декоре. Все как бы понятно, носибельно и легко впишется в любой повседневный ансамбль. Но чтобы подобная тенденция не показалась вам слишком скучной, Tory Burch, например, предложила несколько стильных фишек. Среди них юбки, словно наспех сколотые большой английской булавкой, атласные платья, надетые задом наперед, асимметричный воротник-запятая, туфли с отрицательным наклоном каблуков. Просто и круто одновременно. Тенденцию на повседневную одежду, в которой хочется жить, поддержал и дом моды Ральф Лорен. В нарядах этой марки также есть и элегантность классики, и строго сдержанной роскоши, и вариации на тему спорта, а еще независимый дух вестерн. Впрочем, неделя моды в Нью-Йорке – это не только и не столько о носибельных трендах. В первую очередь, это яркие грандиозные шоу, а значит и не менее атмосферные коллекции, где сегодня нашли отражение мотивы самых разных эпох. Например, 70-е и 80-е. Одна из топовых тенденций тех лет – брюки-клеш. Носить подобный фасон, например, Майкл Корс предлагает как в повседневных ансамблях, так и в образах для особого случая, сменив вечернее макси на брючный комбинезон в серебристых пайетках и с невероятно широким низом. Мерцающий декор. Первая всеобщая любовь к нему проявилась еще в XVI веке. Следующий пик популярности – XIX столетие. Однако у многих из нас пайетки и все блестящее вызывает ассоциацию именно с модой диско 80-х, уже из века 20-го. Так вот, на ближайшую осень и зиму символ вечного праздника теперь готов дополнить ваш гардероб. Но если в прошлом сезоне в приоритете были пластины крупных размеров, то сегодня мы вновь возвращаемся к гораздо меньшему масштабу. Бахрома. Тоже тренд-долгожитель, который давно и успешно лидирует на подиуме, сопровождая как изысканные наряды, так и скромно украшая более простую одежду, в том числе обувь и сумки. Главное не носить все вместе, хотя такое желание иногда бывает. Не менее эффектно выглядят наряды, подолы которых, как бахрому, нарезали на тонкие ленты. Наиболее заметна тенденция проявила себя в коллекциях брендов Frances Cooler, Michael Kors. Одежда из кожи. В нью-йоркских показах она в числе главных фаворитов. Основной задачей дизайнеров по-прежнему остается желание показать не только отдельные элементы кожаных изделий,
куртку, жакет или юбку, а еще и полностью кожаный комплект. За вдохновением для создания стильного образа обратимся к домам моды Брэндон Максвелл, Coach, Дион Ли, Марк Джейкобс, Габриэла Хёрст. Помимо традиционного черного цвета, нам рекомендуют наряды из кожи в темно-синем, бордовом, винном, бежевом, красном, карамельном и шоколадном. Джозеф Альтузара великолепно использует такой прием, как драпировка. Брутальную кожу он запросто превращает в изящные элегантные ансамбли, сшитые словно из тонкой летящей ткани, а не из плотного материала. Невозможно не отметить коллекцию на холодный сезон под маркой Ула Джонсон. Здесь на кожаной одежде появились удивительные, вручную прорисованные цветочные бутоны. Необычно, волшебно, заманчиво, ярко. Но главное, дизайнеры помнят, что осенью погода довольно капризна, а за окном часто ветер и дождь. Поэтому без кожаного пальто или тренча в гардеробе на каждый день точно не обойтись. Трикотаж – вязаная одежда. Этот тренд просто создан для того, чтобы окружить нас теплом и комфортом в зимние холода. Добавить свой базовый образ нам стоит не просто универсальный свитер, джемпер или водолазку, но и собрать модный ансамбль с юбкой или брюками в тон, как в линейке Габриэла Хёрст. Теплые вещи бренда Prabal Gurung перекликаются с прекрасной бабочкой, главным символом коллекции, что четко читается в абстрактных узорах на трикотажных платьях, теплых свитерах и длинных шарфах. Одними из лучших в новом осенне-зимнем сезоне названы вязаные платья из коллекции Марни. Помимо чувственных, женственных фасонов, дом моды предложил очень позитивные, яркие цвета. Но если вдруг вам захочется чего-то уникального, самобытного, стоит вновь присмотреться к линейке Ула Джонсон. Вязаные крючком наряды здесь как отдельный вид искусства. Рукодельницы берем на заметку. Модное пальто. Главный союзник и центральная деталь образа на холодный сезон. Количество вариаций, представленных на подиуме в Нью-Йорке, впечатляет. На первый план определенно выходят удлиненные модели. Из основных моментов стоит отметить прямой крой. Но если вы решите обозначить талию поясом, никаких возражений. К фактуре и цвету особых требований нет. В лидерах как пальто из плотной шерсти, кашемира, так и варианты из кожи, мягкой замши. Впрочем, подиум порадовал и моделями хорошо отточенного скульптурного кроя. Так сказать, проверенная классика, которая в тренде всегда. Но даже в этом случае дизайнерам удается придумать что-то оригинальное. Изменить форму воротника, превратить пуговицы в акцентный декор. Женский пуховик. Увеличенный объем и длина, а также пуховый наполнитель надежно готовы укрыть нас от лютых морозов и сильного ветра. Такая верхняя одежда не боится ни мокрого снега, ни моросящего ледяного дождя. Дом Каролина Эррера предложил свое видение тренда, превратив куртку-пуховик в королевскую мантию. Что-то подобное попытались смоделировать в линейке Альтузара, где куртка-парка стала частью вечернего наряда. Модные расцветки, узоры. Хочу отметить, что многие бренды продолжают топить за минимализм. В их коллекциях вы не найдете одежду ярких расцветок и уж тем более с колоритным рисунком по ткани. С этой базы мы с вами, друзья, начинали обзор. Но, как уже не раз повторялось, современная мода сегодня отличается полярностью трендов. А значит, нас ждут и сочные краски, и заметные принты. Среди последних самые популярные – клетка и немного подзабытый горошек. Наиболее интересные, эффектные, смелые образы, на мой взгляд, были представлены в коллекции Марни. Цветочная тема тоже не отпускает дизайнеров. Так что из разнообразия всех видов цветущих растений теперь даже зимой можно составить свой модный ботанический атлас. Главную роль в создании флористических принтов, всегда характерных для бренда Каролина Эррера, сыграл в новой линейке рисунок, замеченный на антикварной фарфоровой чашке из роскошного королевского сервиза. Не менее хороши у данной марки наряды в полоску,
принимающей самые разные направления. А еще образы, составленные в технике Color Block, где, к примеру, пылающий красный гармонично миксуется с динамичной фуксией и горчично-зеленым. Вот такие они, тренды недели моды в Нью-Йорке. В одном выпуске сложно собрать все подиумные новинки, поэтому более подробный обзор коллекции каждого из брендов вы сможете найти на моем канале. Всем моим зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии. Очень важные для меня подсказки, советы. Делитесь этим видео с друзьями и обязательно порадуйте себя модной обновкой. Всем красоты и совершенства! Хорошего дня, прекрасной теплой погоды и только позитивного, солнечного настроения!